Всем привет! Я Химия, я художница. Сегодня, как вы поняли, я держу скетчбуки. Один из них будет сегодня на обзоре. Как вы понимаете, у меня их достаточно много, а это означает, что видео еще будет много. Поэтому я надеюсь, вам они не надоели. А если надоели, то напишите в комментариях. А лучше давайте наберем 5000 лайков на этом видео, чтобы я продолжила снимать такие обзоры. Именно так я смогу понять, что вам нравятся такие видео. Чтобы сразу откинуть все вопросы, я вам сразу скажу, это скетчбук Moleskine. У него очень тонкая бумага, она даже просвечивает, и она немного желтоватая, мне очень нравится. Я бы не сказала, что этот скетчбук такой потрясающий, что достоин обзора, но, наверное, в этом и прикол, что стоит показывать не только излизанные и максимально красивые скетчбуки, но и такие, как этот. Почему я считаю его не очень красивым? Потому что тут очень много незаконченных работ, и в целом изначально этот скетчбук я почему-то не использовала как скетчбук, из-за того, что, купив его и увидев очень тонкую бумагу, я разочаровалась и расстроила. Я пришла в магазин за тем, чтобы купить скетчбук с очень плотной бумагой, как я покупала в прошлый раз. Но из-за того, что я не очень разбираюсь в линейках Moleskine, я ошибочно купила другой скетчбук. И поэтому, когда я его начинала, то начинала его как-то безрадостно. В итоге я просто начала в нем рисовать, и на данный момент это мой любимый скетчбук, потому что мне очень понравилось рисовать на тонкой бумаге, и это абсолютно идеально подходит для скетчинга. А прежде чем начать обзор этого скетчбука, я хочу сказать спасибо спонсорам этого ролика. XYZ School запускает продвинутый курс по концепт-арту. В индустрии сейчас очень ценится оригинальное мышление, но это не какой-то сверхъестественный дар, а всего лишь навык, которому можно научиться. Преподаватели школы очень опытные художники, которые умеют придумывать крутые идеи и воплощать их в жизнь. Но и главное, они знают, как этому научить. На курсе тебя обучат мышлению, техникам, которые позволят искать интересные идеи внутри себя и воплощать их в концептах. Чтобы успешно пройти курс, желательно обладать хотя бы небольшим опытом работы в Photoshop или другой подобной программе. А на каждом уроке ты будешь рисовать новый концепт. К концу курса у тебя будет 17 самых разных работ, которые можно спокойно использовать в портфолио. Если подойти к учебе ответственно, то по итогу курса ты научишься создавать оригинальный дизайн и понимать его. Значительно улучшишь навыки рисования и, конечно, приобретешь свой собственный почерк. Студенты XYZ School устраиваются с Pirasoft, Saber, My.com, Digital Forms и другие студии. Актуальная ссылка и цены будут в описании. Теперь после рекламной паузы, я думаю, мы можем начать смотреть, что же я тут рисовала. К счастью или к сожалению, я не особо люблю закреплять лаком работы в скетчбуках. Бывают исключения, конечно, это обычно те работы, которые мне очень нравятся и которые достойны того, чтобы их сохранили. А здесь же, как вы видите, такого нет. В целом я закрепляю обычным лаком для графики. В других скетчбуках я закрепляла именно таким фиксативом, он именно для пастели. Есть у меня другой специальный для графики, вот такой шминки. Он как раз таки для карандаша и угля. Но, к сожалению, я просто взяла бутылек, начала нажимать на крышечку. Как видите, она уже полностью отпала, и она просто не работала. То есть, типа, у нее не было нажима, а сейчас же там вообще ничего нету, и он сломан. Поэтому я не рекомендую особо именно тот фиксатив, а вот у этого уже более нормальная крышечка, более стандартная, и она отлично, прекрасно работает, по крайней мере, сейчас. Тоже касается материалов. Здесь я буду использовать в основном карандаш, угольный карандаш, и в конце скетчбука вы увидите цветные элементы и уже более полноценные картиночки. Тут очень много недоработанных работ. Это, например, лист бумаги. Я думаю, не очень понятно, что это лист бумаги нарисован. Хотя очень плохо нарисован. Нереалистично. Да, есть пустые страницы. Не знаю, чем я руководствовалась, когда это делала. Тут очень грустная иллюстрация, потому что ее нарисовала после того, как узнала, что у моей подруги умер брат. Вот. Здесь я пыталась сделать копию одной из работ какого-то там художника. Честно, я не могу сейчас вспомнить имя, но вот в целом это выглядит так. Мне кажется, я сделала слишком однотонально рисунок в некоторых частях, то есть типа что сверху, что снизу, мне кажется, как-то все одинаково. Хотя, конечно, здесь я пыталась уплотнить тон, но в целом, короче, нормально. Это просто обычный портрет. Работала здесь я, как всегда, мягким карандашом. Обычно у меня в пенальчике есть карандаши 2B, 4B и, конечно же, 7B.
Тут я делала скетчи. Кстати, этот акварельный скетч я уже сделала. Этот был сделан в масле. Не очень довольна им, потому что мне очень нравится, как вышло лицо. Могло выйти намного симпатичнее. У меня также здесь очень много всяких текстовых штук, поэтому не вижу смысла вам показывать их. Вы видите, здесь я просто выбирала, пыталась уже как-то вписать фон. Я делала это часто во многих скетчбуках, но, как видите, пока в акварельных работах у меня не очень хорошо это получается, потому что я такое не выкладываю. Тут также варианты, как бы я хотела изобразить девушек вместе с природой и так далее. Здесь тоже скетч, который я хотела бы реализовать, но для этого нужно сделать референс, а именно самостоятельно подготовить фотографию. Здесь автопортрет. Делала разбор лица, примерно где что находится, на примере своей фотографии. Я искала более динамичную позу расположения девушки, потому что должна была помочь... нет, это еще другой момент. Значит, в следующий раз расскажу вам, когда наткнусь на эти фотки. В общем, когда-то в детстве, нет, какое детство? Мне было всего, наверное, 18-19 лет. У меня была одна иллюстрация с бабочками. И периодически возвращаюсь к этой теме, и часто очень хочу нарисовать ту же девушку или мужчину с бабочками. Например, здесь я пыталась найти какую-то интересную позу, как расположить бабочек и так далее. На данный момент я реализовала одну работу, но она мне не очень нравится по исполнению, поэтому, возможно, я вам покажу в одном из видеороликов. Я сейчас хочу сделать новую рубрику, где буду показывать свои работы за определенный промежуток времени. Вот, не знаю, нравится вам такая идея или нет, напишите в комментариях. Тут просто скетчи тела, как вы поняли, просто рисовала с фото в интернете такие интересные формы. Мне очень нравится. Это, кстати, портрет Чарли. Кстати, этот портрет выполнен углем. Видите, какой черный насыщенный оттенок. Конечно, тут отпечаталось, как всегда. А в целом рисовала, кстати, не помню, но точно не мой автопортрет. Но почему-то очень похоже. Это мой автопортрет. Вышел не очень удачно, на самом деле, потому что лицо получилось каким-то широким, а глаза очень маленькими. Неужели я так выгляжу? Тут просто скетчи, и тут уже началась информация по одному из курсов, который я проходила по перспективе. Я его вроде как не закончила, точно на самом деле уже не помню, но в целом я просто в нем, в этом скетчбуке записывала лекции, грубо говоря, и зарисовывала разные элементы. Тут будет эта информация с промежутком, потому что я не все за один раз проходила, а делала это постепенно, делала перерывы. Это, как вы угадали? Поставьте на паузу и напишите, кто это, если вы. Это, кстати, первый вариант этой работы. Я сначала сделала такой, кстати, зарисовала тоже свои фотографии, потому что мне нужна была поза интересная. Поэтому я всегда делала фотографии, которые хочу нарисовать именно с собой, потому что проще всего. И, кстати, я часто вырываю вот листочки из скетчбука, чтобы сделать прокладку между работой, вот, чтобы она не испачкалась. Например, вот здесь надо сделать. И вот так. И так. Запуталась. Просто зарисовки для каких-то следующих работ. Мне очень понравился этот элемент, выглядит очень миленько. Такие цветочки и простые элементы. Наверное, это будет сложно реализовать, чтобы это выглядело примерно так же и передавало именно такие ощущения, потому что скетчи все-таки, они какие-то мимолетные, и очень сложно потом повторить их. Кстати, эту работу я начинала в акварели, запорола ее из-за ракурса головы, и в итоге так и не дорисовала. Очень понравился элемент, где разные ниточки окружают вашу голову. Мне кажется, выглядит очень прикольно, и можно это использовать как идея для того, чтобы нарисовать. Как видите, здесь уже начались более сложные ракурсы в перспективе. Я нарисовала даже столик с цветочком. Здесь, забыл, как называется, это фигура, эллипс, ось эллипса, эллипс. Бутылка. Попытка нарисовать бутылку, но, к сожалению, получилось она не очень. Тут вообще рисовала, кстати, без пострения, а тут начала уже пострение, как в школе, но мне стало, видимо, лень. А здесь также продолжаю рисовать с фотографии. Очень маленькие прикольные рисуночки. Конечно, вот это я получилась уродской, зато вот этот челик прикольный. Так, здесь отпечатался уголь, но смотрите, какое красивое сочетание цветов. Та-та-та. О, начались рисунки. Наконец-то я поняла, что этот скетчбук создан для рисунков. И, конечно, начала его заполнять ими.
Здесь, конечно же, портреты, а тут текст написано: «Всегда будет тот, кто будет делать больше, чем вы». Вот так вот. Очень мотивационная надпись. Миленький маленький котик. Тут, кстати, пакетик с чаем ромашковым. Я не знаю, похоже, не похоже, но в целом, когда я рисовала с натуры, было очень похоже. Так что поверьте мне. Здесь очередной портрет углем и масляными мелками. Как видите, я положила бумажечку. Теперь вы прекрасно видите, что было бы, если бы я этого не сделала. И здесь также просто портреты. Кстати, мужские, заметьте. Здесь я пыталась, кстати, просто быстро как-то зарисовать портрет, без деталей и так далее. И тут у меня очень много кошечек. Посмотрите на это. Как это мило. Также использовала, кстати, тут маркер, масляные мелки и просто обычный карандашик. Здесь какой-то скетч, непонятно, что это за странная поза какая-то. О, и тут вот больше красок, больше цвета. Добавляла, кстати, белый, это не масляные мелки, а именно гуашь белого, потому что у меня не было в наборе белого мелочка. Я с собой его почему-то не взяла. Вот, в целом тут просто я разрисовала все цвета, которые использовала для рисунка. Этот рисунок рисовала с фотографии, просто увидела в сторис у художницы и решила быстренько зарисовать. Это вроде ее ребенок. Здесь уже начался подбор ракурса и реально динамичного положения для одной из работ, которую я делала своему другу. И просто пыталась найти что-то очень интересное. Хотела нарисовать обнаженную натуру, но потом у нас появилась цензура, и сиськи ушли прочь. Нужно было в итоге нарисовать просто девушку. Вот. Кстати, вот этот набросок я реализовала в последующем, но не очень красиво, поэтому я думаю, буду переделывать. В целом, на самом деле, ничего страшного нет в том, что вы переделываете свои же рисунки, потому что это нормально. И вообще, мне кажется, так стоит делать на самом деле. Здесь я тренировала штрих, как вы видите. А здесь просто уже начались какие-то непонятные рисунки. Видите, тут я уже рисую эту позу, и поверх него рисую просто масляным мелком синим. Дальше я переделываю это все, использую черный маркер на фоне, на волосах, и использую яркий голубой масляный мелок на вот этих элементах. Кстати, можно их считать как продолжение слез, а можно так не считать. Мне, видимо, понравился черный маркер, я просто рисовала им все, что могла. Здесь какие-то непонятные страницы. Тут уже такая интересная, да? Смотрите, как композиция целующаяся пара. Очень редко можно это увидеть в моем скетчбуке. И я, кстати, бы хотела реализовать это тоже в акварели или в графике, но в более большом формате. Почему-то я никогда не делала именно графичные работы на больших форматах. Очень интересный разворот, мне очень нравится, потому что я рисовала это с фотографий в том же Пинтересте, просто искала купальщиц где-то 90-х, 80-х годов, и очень понравились и позы, и то, как одеты, и сам типаж лиц, который я находила. Да, некоторые страницы бывают такими пустыми. Это вроде рисунок под какой-то очень быстрый конкурс, который я увидела просто в сторис. Подпись есть «Герой нашего времени». Для меня герой нашего времени — это типа молодые люди. Хотя я есть самая молодая, но недостаточно уже. Здесь я просто нарисовала свою руку. Тут мужские портреты какие-то. Здесь я уже заинтересовалась больше позой и телом, как вы видите. И начала просто брать разные ракурсы. Губки. Тут уже больше портретов, более типичных, так сказать, от меня. Когда стала рисовать кошку. И так понятно. Я думаю, всем просто известна эта фотография, и не имеет смысла ее рисовать.
Здесь я купила какой-то браш-пен и пыталась его разрисовать, привыкнуть к нему, потому что было очень сложно. Какая-то кисть была неуправляемая, поэтому, как вы видите, просто потом... Здесь не очень выразительные рисунки. А здесь я начинаю уже интересоваться тем, какие будут пропорции у нашего человеческого тела с вами. И использую для этого YouTube и разные книжки, где как раз таки все это разобрано на пропорции, на соотношения. Зарисовываю также мужские и женские тела. На самом деле, мне кажется, я уже не помню соотношение примерно. Помню, что типа делится на 2 части, это точно. А вот тут уже не очень. Тут уже вот такая мини-версия, грубо говоря. На самом деле, чтобы запомнить, нужно просто это делать последовательно и более как-то последовательно все это записать, а не просто с первого этапа зафиксировать все, как делается. Ну, например, как я так и рисовала это из книжки, то там делать просто буквально в один этап, что ли. Вот, поэтому нужно просто сделать более последовательно, чтобы запомнить. Тут я рисовала просто разные свои лица, чтобы понять, как работают эмоции и так далее. Эти эскизы делала для тату, как вы видите. Это медуза Гаргона. Мне нужно было просто нарисовать голову One Face в основном. Но здесь, как видите, я попыталась поэкспериментировать немного. Но в итоге выбрала вот вроде этот вариант. В Инстаграме, кстати, вы можете найти фотографию, уже итоговую. Так что можете подписываться. Здесь намного больше цветов. Здесь я использовала зеленую и такую голубую масляную пастель, и остальное это просто обычный карандашик. А здесь, как всегда, белая гуашь, для того, чтобы немножко выделить и выбелить. Здесь также я пыталась передать динамику, если смотреть отдельно, да, девушка бегущая, я думаю, вы все видели референс на Пинтересте. Здесь просто выбирала какие-то рандомные цвета в карандаше и рисовала мужскую спину, плечи и заднюю часть головы. Потому что обычно я такое не рисую, чаще всего это только в скетчбуках. Здесь очень грязный разворот получился, потому что все друг на друга отпечаталось. Максимально смешанная техника. Я здесь использовала масляные мелки, уголь, браш-пен черный и точно акварель. Белая. Не знаю, что такое белое, но, скорее всего, гуашь. Получилось достаточно мрачно. Анатомия тела и контрапост. Этот портрет я рисовала на заказ. Здесь уже можно показывать. Прошло, потому что уже больше полугода. Как вы видите, я люблю рисовать 2 варианта. Вот, первый мне не понравился, потому что я испортила его дебильными очками масляной пастелью. А второй вариант мне уже понравился больше, но мне кажется, я перетемнила штаны. И фон получился каким-то не таким уж и интересным, потому что здесь видны полосочки. И они как-то, не знаю, более интересно смотрятся. Хотя руки, кстати, нарисованы получше. Ну и все, это была последняя страничка. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Перед Новым годом я хочу разыграть планшет, поэтому ждите в новом ролике конкурс. Ну и, конечно, не забудьте подписаться на мой Инстаграм, Patreon и YouTube. Всем пока!